Привет, с вами Алена. У нас история, которая стара просто как маникюрный мир, наверное. Но, как вы видите, у девушки длинные ноготули. Не будем говорить о том, что под ногтями что-то пошло не так. Потом я все это выпилила. Не знаю, кто так сделал, но я рассказала, что так не надо, и просила передать это мастеру. Я думаю, что все теперь будет хорошо. А у нас тут стандартик, так скажем, то есть это очень частый случай, и в последние дни у меня прям какая-то напасть из этих девушек, которые где-то случайно что-то ударили, прищемили. И честно вам сказать, что было несколько дней, когда они просто шли косяком, и у меня все истории в голове спутались. Но что касается конкретно этой девушки, я точно помню, что у нее произошел удар, по-моему, об дверь. Если я ничего не путаю, но дело даже не в этом. Дело в том, что у нее длинные ногти, естественно, его там вывернул в другую сторону, все стандартно, как обычно, но отошел он у нее не до конца, и она подумала, что, в общем-то, ничего, и снова его покрыла. И вот в тот момент, когда она его покрыла, естественно, она его ударила еще раз, потому что осталась длина. Я поэтому говорю, что когда была травма, нужно обязательно убирать длину, потому что очень легко задеть второй раз. И вот тогда ноготь оторвет полностью, как у нас и получилось. Вот теперь ноготь полностью оторван. Говорить про зеленый цвет, наверное, не нужно, это очевидно, тут и так все понятно. И единственное, что мы можем в такой ситуации сделать, это просто осуществить зачистку, то есть убрать всю ту часть ногтя, которая отошла от ложа, по-умному говоря, нестабильную. И, кстати, насчет порванной перчатки, это просто какая-то напасть. Знаете, мне пишут иногда то, что вот, у тебя там перчатка порвалась, да это вообще просто там, как так можно? Вообще можно, знаете почему? Потому что, когда ты работаешь, сидишь под штативом, стараешься сделать так, чтобы все оставалось в фокусе и все было видно, то ты можешь случайно прорезать себе перчатку, предположим, пяткой от инструмента. Пятка у кусачек — это то, что сзади, то, чем обычно люди еще порезы на кутикуле оставляют. Такое может произойти совершенно незаметно, и так как фокус внимания у тебя всегда на дисплее телефона, через который ты смотришь на свою работу, в который тебя еще слепят прожектором сверху, чтобы было светло и чтобы было видно во время видео. В общем, я вам хочу сказать, что я просто вижу вот эту порванную, разрезанную перчатку уже после того, как все закончилось, только во время монтажа. Поэтому прошу понять, простить и принять. Все-таки работа просто с клиентом и работа на камеру, они очень сильно отличаются. И, поверьте, спектр эмоций и ощущений, которые я испытываю, прожариваясь под 3 лампами, чтобы все было видно, потея до трусов, я не знаю, можно ли говорить такое на ютубе, но, в общем, удовольствие то еще. И поверьте, это настолько неудобно и каторжно, что вот какая-то порванная перчатка, ты ее даже не замечаешь. Все, я, в свою защиту все сказала. Ничего не знаю, поэтому имею право на где-то разрезанную перчатку, вот просто потому что. Я надеюсь, что мои меня поддержат, я в вас верю. Ну, а мы тем временем уже заканчиваем зачистку, и мы столкнулись с тем, что девушка очень сильно расстроилась, она напугалась, ей было некомфортно от того, что ей придется какое-то время ходить без ногтя, она думала, что, может быть, мы ей там что-нибудь поднарастим. Конечно, я объяснила, что нет смысла менять шило на мыло и один карман на другой, потому что это в любом случае карман. Также у нее была чувствительность ложа, что в принципе логично. Знаете, это такое ощущение, когда металлическое лезвие слегка касается кожи, но оно не тыкает, и это не больно, просто это очень неприятное чувство, когда я не знаю, представьте, что слизистое, что-то металлическое, холодное касается. Вот примерно такое ощущение, и, конечно, я могу ее понять. Поэтому в расход снова пустила уже, то есть сначала использовала пряморежущие обычные кусачки, а сейчас пустила в расход кутикульные, потому что мне было жаль, что она просто скукоживается от этого ужасного ощущения, тем более с ней это впервые. И, конечно, она никак не думала, что с ней именно такое может случиться. Она всегда смотрела на это где-то в интернете, в моих или в каких-то других видео и думала, какой кошмар, как так можно. Вот, а когда задаешься таким вопросом, иногда так можно. То есть иногда это с тобой может произойти, от этого вообще никто не застрахован, особенно обладательницы длинных ногтей.
Я всегда не устаю об этом говорить и рассказывать. Если вы носите длину, то имейте в виду, что на вас лежит груз ответственности за свои пальцы и за свои ногти, потому что может произойти вот такая вот неприятность. Но я уверена, что ноготочек точно отрастет, и все у него будет хорошо. Обязательно даем масло клиенту и рассказываем, зачем нужен массаж. Ну а с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч!